Приветствую тебя, зритель, и добро пожаловать на мое следующее видео, которое посвящено изучению языка программирования C++. Тема данного видео — константы. Давайте откроем редактор кода, зайдем в директорию, которую я, как обычно, подготовил предварительно для изучения данной темы, и откроем, соответственно, файл с названием constants с именем. Так. И первое, что нам надо сделать, это, естественно, дать определение, что такое константы в рамках языка программирования C++. В силу того, что в данном языке мы работаем с переменными, то, говоря о константах, мы по сути говорим о константных переменных. Что есть константная переменная? Это такая переменная, которая объявлена неизменяемой, то есть единожды объявив ее и присвоив ей значение, что, кстати, мы обязаны сделать в случае константных переменных, мы обязаны проинициализировать каким-либо значением такую переменную. Мы потом не можем обращаться на запись, то есть мы не можем поменять никак ее значение, мы можем только читать это значение. Давайте попробуем это сделать, а мы это делаем с помощью специального квалификатора const, то есть мы должны написать квалификатор const и затем указать тип. Причем, смотрите, ребята, я, наверное, сразу уточню такой момент, что в принципе вы вольны, конечно, написать сначала тип и затем уже указать сам квалификатор const. Но я вам чисто, вот знаете, от себя не рекомендую это делать. В большинстве случаев мы все-таки сначала, C++-овые программисты, они пишут, большинство программистов, по крайней мере, пишут сначала квалификатор const и затем уже указывают тип. Давайте так и сделаем. Воспользуемся, собственно, нашим привычным базовым типом integer, который мы обычно используем, я, по крайней мере, использую для показывания различных примеров, и объявим переменную с идентификатором value. И смотрите, если вот сразу покажу, что если я не присвою, точнее не преинициализирую никаким значением переменной, то меня сразу отругает LSP. Так что давайте сделаем по-нормальному, присвоим ей какое-либо значение. И далее, смотрите, то есть, как я сказал, это переменная константная, значение ее изменить нельзя. На самом деле есть, конечно, способы обхода квалификатора const, но мы пока не будем вдаваться в эти дебри, это как-нибудь потом я обязательно вам расскажу, но не сейчас. Пока что воспринимайте константные переменные как переменные, которые изменять нельзя. И если мы попытаемся сейчас проделать это, присвоим, попробуем, присвоить какое-либо новое значение, нас, соответственно, LSP тоже отругает, скажет, что переменная объявлена с квалификатором const и присваивать ей значение нельзя. Вот. Это что касается базового объявления самих переменных константными, Ну а что, если мы хотим объявить константную ссылку? То есть давайте уберем пока что квалификатор const самой переменной и попробуем объявить константную ссылку. Делается это ровно так же. То есть сначала указываете квалификатор const, пишите тип, на который будет объявлена ссылка, и далее амперсанд и, соответственно, естественно, так, я ошибся, нет, нормально. Референс, И, соответственно, идентификатор. Присваиваем значение, наше value. И смотрите, тут такой нюанс. То есть мы получили константную ссылку, и это говорит о том, что мы не можем изменять ссылку, то есть с помощью этой ссылки значение. Но переменная это у нас не константная, то есть смотрите, если мы попытаемся ссылку сейчас изменить, через нее как-то значение переменной, вспоминаем, что ссылка это по сути псевдоним, мы работаем с самой переменной. Еще, как я говорю, саморазыменовывающийся указатель. Помните, я в уроке по ссылкам так говорил. Вот, то есть нам не позволит это сделать, потому что, опять же, ссылка объявлена с применением квалификатора const. Но если мы хотим изменить значение, мы все еще можем это сделать с помощью нашего идентификатора переменной. То есть мы вполне себе вольны это сделать. И ссылка будет ссылаться на это новое значение. Более того, смотрите, ребят, такой нюанс сейчас разберем. Давайте более подробно, я сейчас выведу. Давайте пока самый базовый случай, просто проверим, все ли нормально с нашей ссылкой, Так, покрупнее сделаю вам терминал. Вот. Ладно, тут понятно, что просто банально ссылка, она вернет нам результат. Но давайте все-таки попробуем сейчас поменять значение через переменную. Как я уже сказал, мы вольны это сделать, Соберем программу, получим какую-то проблему. Потому что мы не в той директории находимся. Вот теперь еще разок
Попробуем, теперь все получится. И ее запустим. Соответственно, получаем, что да, мы изменили значение на 200 на 7 строке, поэтому ссылка уже будет ссылаться на актуальное значение. Как и всегда, в принципе, ссылка, она ссылается на актуальное значение. И смотрите, нюанс, даже если мы попробуем изменить, даже я не буду убирать эту строчку, даже если мы попробуем изменить значение вот здесь, допустим, да, то есть это тоже в итоге, обращаясь по ссылке, будет нам возвращать значение актуальное. Вот, то есть понимаем, да, что мы не можем просто изменять значение по самой ссылке, так как сама ссылка объявлена константной, но переменную, как бы константности у переменной нет, поэтому изменение значений по ее идентификатору никто не отменял. Но если мы также сделаем const нашу переменную, то все, видите, у нас обе строчки LSP нам запорол, то есть мы не можем менять значение уже. Можем только пользоваться на чтение, как я уже сказал, изначально проинициализированным значением, то есть 1000, точнее переменной проинициализированной значением 1000. Вот, ребят, это что касается ссылок и, опять же, базового синтаксиса объявления константных переменных. Но, как мы помним, у нас еще есть такая замечательная штука, как указатель. И вот с указателями уже возникают определенные нюансы, так скажем. Смотрите, дело в том, что, во-первых, рассмотрим первый случай, мы также можем объявить указатель на что-то константное, да? То есть, смотрите, сейчас, предположим, у нас опять-таки обычная переменная, сама переменная не константная, но указатель я объявляю именно на константу. Беру адрес, как полагается. И вот теперь, смотрите, я попробую разыменовать этот указатель. Нет, не этот указатель, вот этот указатель. И присвоить новое значение переменной. И как видите, ровно то же самое, как и с ссылкой константной. То есть так как мы объявили указатель на константный интеджер, то есть воспринимаем все, что слева от звездочки, это как бы тип, и тип константный int, то мы при разыменовании не можем менять это значение, видите, то есть указатель у нас как бы на константное значение. Но, смотрите, здесь есть второй еще, так сказать, второй подвариант, как мы можем объявить указатель. Мы можем сделать сам указатель константным, то есть указатель, чтобы сделать константным, мы должны квалификатор const использовать после звездочки, между как бы звездочкой и идентификатором нашего указателя. И вот в этом случае мало того, что мы не сможем вот такое проделать, да, мы не сможем изменить через разыменование данного указателя значение той переменной, адрес которой он содержит, мы не сможем этот указатель наделить новым адресом, то есть присвоить ему новое значение. Положим, у нас есть еще одна переменная value2 с каким-то тоже там произвольным значением. И вот при попытке присвоить новый адрес нашему указателю, виноват, да, амперсант, не забываем, нам опять же напишет, что ваш указатель имеет квалификатор const. И здесь уже речь идет именно про вот этот квалификатор const, который говорит, что именно сам указатель константный. То есть не то, что он указывает на константное значение, о чем говорит вот этот квалификатор const, да, первый, который идет перед интом, а именно вот этот квалификатор. И смотрите, я докажу это очень просто. Я просто удалю квалификатор, и все, сразу поинтер мы переприсвоили. То есть мы ему присвоили новое значение адреса переменной value2, и при попытке его разыменовать, давайте я вам продемонстрирую, мы уже получим значение переменной value2, что продемонстрирует нам то, что в данном случае значение нашего поинтера является именно адрес этой самой переменной value2. Так что, ребята, вот в принципе, наверное, все. Хорош вас сгрузить, пожалуй, по константам. Запомните вот эти нюансы. Это, в общем-то, основное, чем вы, наверное, вот в подавляющем большинстве случаев будете работать. Это просто банально само константное, значение, ну, в смысле, сама константная переменная, константная ссылка и указатель, который может с одной стороны указывать на константное значение, да, что свидетельствует о том, что у нас const квалификатор стоит слева от типа, или сам может быть константным. То есть в этом случае const будет стоять между идентификатором поинтера и звездочкой. То есть квалификатор будет здесь. Все, ребят, в принципе, видите, опять ругается LSP, то есть я добавил const, ну, напоминаю просто еще раз. Все, ребят, в принципе,
Достаточно, я думаю, опять же, по константам. Спасибо большое вам за просмотр. Если вам материал нравится, поставьте мне, пожалуйста, лайк, подпишитесь на канал. Добро пожаловать в комментарии. Если есть какие-то дополнения, пожелания, какая-то адекватная критика, пожалуйста, готов услышать, может даже прислушаться, что-то поменять там. Вот, я, кстати, к слову, сегодня, прочитав комментарий о том, что у меня проблемы там, я забыл освободить память, показать вам, как освобождать память в уроке про динамические массивы. Мне сегодня придется переделать видео, перемонтировать и сделать перезалив. Так что открыт, так сказать, к нормальной, адекватной критике. Пожалуйста, милости прошу. Вот, и напоминаю также, ребят, что я еще параллельно стримлю. Вы можете найти, пожалуй, под каждым видео, если я, конечно, не забываю это делать, оставить ссылку на мой Twitch канал, найти эту самую ссылку и пройти, и можете посмотреть, чем я там занимаюсь на стримах. Заходите, пообщаемся. Все, ребят, еще раз благодарю за просмотр. Удачи вам в обучении. Еще раз говорю, что не бойтесь никаких плюсов. Я постараюсь все вам объяснить максимально плотно, подробно. Да, еще на стримах, если есть какие-то вопросы, заходите на стрим, задавайте. Я в большинстве случаев всегда, если я супер там чем-то прям вот архи не занят, то я всегда постараюсь вам ответить на любые ваши вопросы, если я буду располагать какой-либо информацией, разумеется, по сути этого вопроса. Все, ребят, давайте, счастливо, удачи вам, пока.